Когда мы строим AI-агентов через сервис N8N, мы ограничены в том, что у них нет прямого доступа в интернет. И для того, чтобы они выходили в интернет, искали какие-то свежие актуальные данные, какие-то, может, свежие исследования, свежие новости по какой-то тематике, вообще были в курсе того, что сейчас в данный момент происходит, нам необходимо добавлять в наших AI-агентов поисковые модули, то есть поисковые ноды, поисковые узлы, для того, чтобы наши AI-агенты обращались к этим узлам, к этим нодам и получали, соответственно, уже полную картину того, что реально происходит. То есть, если мы спросим, например, нашего AI-агента без подключенной поисковой системы, какое сегодня число, он, скорее всего, ответит что-нибудь там в районе сегодня там 25 апреля 2024 года. То есть в зависимости от того, когда была создана, когда была выгружена база данных в его модель, он это число и назовет. То есть у Клода это одно число, у ChatGPT, у разных моделей это другое число. И, соответственно, чтобы быть в курсе, чтобы он был в курсе того, какое сегодня реальное число, чтобы он мог искать актуальные свежие данные, актуальные свежие новости, нам необходимо подключать, соответственно, к нему дополнительные инструменты, которые будут как раз и отвечать за поиск в интернете. Что мы можем подключить? Мы можем подключить Perplexity, мы можем подключить Tavily и мы можем подключить ChatGPT поиск в интернете. Причем подключить мы можем разными способами. Мы его можем подключить напрямую к нашему AI-агенту. Мы его можем подключить через отдельные ноды, которые будут выполнять ту задачу, которая нам необходима, минуя нашего AI-агента. Либо мы его можем подключить таким образом, что то есть создавать отдельное workflow пространство, которое будет заточено именно под поиск в интернете. Обо всех вариантах, как мы можем подключить к своему AI-агенту полноценную поисковую систему, как быть неограниченным в определенном промежутке времени, а всегда, чтобы у него была свежая, полезная, свежая, актуальная информация, я как раз в этом видео подробно вам покажу. Смотрите, у нас, как всегда, с вами есть два пути. Первый вариант. Мы сейчас вместе с вами пошагово создаем эти ноды, которые вы добавляете в свои workflow пространства, либо к своим AI-агентам, в зависимости от той цели, задачи, которую вы перед собой ставите, либо вы просто берете вот этот вот шаблон, в котором уже есть все эти рабочие ноды, и добавляете тот инструмент, который вам необходим. Tavily, ChatGPT, либо Perplexity к своему AI-агенту, либо, может быть, в таком формате, и ваш агент начинает работать уже в интернете. Вы просто берете, копируете, соответственно, эту ноду и переносите ее в то рабочее пространство, которое вам необходимо. Ну и второй путь, я вам все же рекомендую, конечно же, скачать мои шаблоны. Все ссылки находятся под этим видео в первом закрепленном сообщении. То есть там не только доступ к этим нодам, к этим шаблонам, но также ко всем шаблонам, о которых я говорю в своих видео. Вы просто переходите в первое закрепленное сообщение, либо в раздел описания, попадаете в бот, и бот вам подробно рассказывает, как вы можете получить доступ, соответственно, к этим и другим моим шаблонам. Но все же я вам рекомендую посмотреть, для того, чтобы понимать, как адаптировать тот или иной инструмент под себя. То есть мы сейчас с вами пошагово будем создавать ноды, которые будут обращаться к поиску в интернете. Я вам покажу подробно, как это делается. Значит, первое, что мы будем использовать в качестве триггера. Ну, для наглядности я вам буду показывать вот здесь вот в чате, в вариант чата. То есть у нас будет вот такой чат, где мы его, соответственно, можем спрашивать. Например, какое сегодня число. Но сейчас он нам никак не ответит, потому что у него нету никаких инструментов. Какое сегодня число. То есть он отлично принял, но ответа мы от него никакого не получили. И первое, что мы будем рассматривать, это вариант подключения ноды через Perplexity. То есть вариант поиска для нашего агента через Perplexity. Что нам необходимо сделать? Мы вводим HTTP request, и благодаря ноде HTTP request мы можем подключить абсолютно любой сервис, у которого есть публичная API. Дальше мы переходим в Google и вбиваем такую фразу: Perplexity API Documentation. Все. Нам важно получить саму документацию про API Perplexity. Переходим вот в любую ссылку. Желательно ссылка ввела, чтобы
на Perplexity, вот Docs Perplexity AI. Вбиваем здесь Quick Starter, то есть это быстрый старт. И по большому счету каких-то сложностей возникнуть не должно, потому что все, что нам необходимо сделать, это вот выбрать документацию, вот она в таком вот виде выглядит, нажать дальше перейти к нашей ноде HTTP request, нажать import URL, вот он здесь находится, и сюда просто скопировать, соответственно, эту документацию. Все, нажимаем импорт, и он сам подгрузит те данные, которые ему необходимы. Правда, я рекомендую вам все же привести немного в как бы более человечный, наверное, вид, и чтобы сюда постоянно не вбивать там свой API-ключ, мы добавим эти данные в метод аутентификации. То есть мы вбиваем аутентификация, выбираем второй вариант, и здесь выбираем, соответственно, мы должны посмотреть, через что идет документация, через headers. Мы выбираем header аутентификация, и здесь просто создаем аккаунт. То есть нам главное сейчас взять вот эти вот данные, авторизация, создаем новый, здесь вводим авторизация. А во вторую ячейку нам необходимо перейти в раздел как бы с кодом и ввести сюда следующие данные, которые мы также будем брать с сайта Perplexity. То есть bearer, API key и вот эту строку прям вот так берем и копируем, вставляем сюда. И здесь нам необходимо ввести API-ключ от нашего Perplexity. Для этого мы должны зайти на сайт Perplexity AI, зарегистрироваться на этом сайте. И каждому, кто участвует, как бы кто работает с Perplexity, так, у меня здесь аутентификация, нам дается каждому по $5 в качестве тестового использования API. Нам необходимо перейти в API Keys и здесь создать свой новый API ключ. Скопировать этот API ключ, перейти в N8N и просто этот API ключ сюда вставить. Я надеюсь, что это все замажу, либо удалю. Все, у нас метод аутентификации, он сейчас настроен. Мы называем его, например, Perplexity. Ну, так, какой-то у меня второй аккаунт, нажму 2. Нажимаем Save. Все, API ключ настроен, то есть он будет аутентифицироваться через вот этот раздел, и в будущем, когда мы будем добавлять какой-нибудь новый HTTP request, мы можем выбрать среди тех API ключей, которые у нас есть. Это намного удобнее, чем добавлять постоянно API ключ через вот такой параметр. Здесь мы эти параметры просто удаляем. Все, значит, следующее, что нам необходимо настроить. Нам необходимо настроить метод получения информации. То есть, если мы сейчас нажмем тест, просто протестировать, работает наш API ключ или нет, он будет, соответственно, использовать следующие, то есть его ответ будет основан на том запросе, который стоит здесь. Здесь у него написано, что роль юзер, системный промпт какой-то введен, как бы наш промпт основной какой-то введен, и, соответственно, здесь какие-то, да, здесь тот запрос, который у него стоит. Мы откроем, давайте вот откроем его пошире. Вот таким образом. И здесь нам необходимо настроить. То есть мы же не будем спрашивать, постоянно вводить сюда новые какие-то данные. Нам необходимо, чтобы этот параметр был динамичный. Поэтому мы то сообщение, которое к нам приходит, chat-put, output, input, мы перетаскиваем сюда, а этот, соответственно, запрос мы просто удалим. Здесь можно еще ввести промпт, сам промпт, то есть отдельной нодой создать промпт, либо это будет промпт от нашего AI-агента. И сюда также мы переносим промпт, который будет, знаете, вот есть два типа промпта. Промпт, когда мы задаем вопросы, промпт уже системный непосредственно в данном случае Perplexity.
Здесь мы можем оставить системный промпт. Если переводить, то твои ответы должны быть краткими и лаконичными. Либо мы можем просто здесь добавить тот промпт, который нам необходим, чтобы эта нода обращалась конкретно к этому промпту. Либо создать отдельную ноду, там, например, edits files, и сюда добавить промпт, который мы хотим, чтобы он присылал Perplexity. То есть здесь уже как бы на ваш вкус вы сами выбираете метод, как будет передаваться промпт. Можем сейчас протестировать, то есть у нас был вопрос, какое сегодня число, и он уже будет не рассказывать нам про космос, как раньше, а он скажет конкретно, обратиться к поиску в интернете для того, чтобы уточнить, какое именно сегодня число. И он говорит, что сегодня 5 мая 2025 год, понедельник, текущая дата, сейчас утро понедельника, ну и, соответственно, всю эту информацию нам дает. Что здесь еще можно усилить? Можно покопаться в документации от Perplexity и узнать какие-то дополнительные параметры, например, чтобы у него метод поиска, локация поиска была там определенная страна, либо даже определенный город. Все это вы можете найти, соответственно, в API Reference. Здесь добавляются дополнительные элементы в наш код, который есть, и здесь вся эта информация есть. Сейчас подробно о ней останавливаться не буду, потому что здесь можно большое количество параметров добавить для более сильного поиска, либо поиска по определенным, не знаю, там локациям. Все, что хотите, здесь можно усилить. Нас же пока интересует базовый поиск, базовая настройка. Все, базовую настройку мы провели. И теперь мы можем задать в том же чате, да, какое, например, сегодня число. И нам какое сегодня число, и нам, соответственно, уже выдаст ответ вот в таком формате. То формат ответа у него мне не нравится, поэтому мы можем сделать чистку, например, добавить edit files, и сюда записывать только те данные, которые нас интересуют. Да, например, это будет текст, да, и будет ответ от ChatGPT сгенерированный, да, вот что сегодня понедельник, такое-то число. Нажимаем Test Step, и он нам говорит, что сегодня 5 мая. То есть мы также задаем ему вопрос, какое сегодня число. Ну, в общем, мы немного подкорректировали, то есть немного улучшили его ответ. То есть, видите, он до этого так отвечал, за счет этой ноды он отвечает следующим образом. То есть таким образом мы настраиваем поиск в интернете, используя Perplexity. Здесь можем так и прописать, что это Perplexity. Ребят, небольшая остановка. Смотрите, изначально я думал, что показать, как настраиваются все три инструмента. Но в принципе, когда я начал записывать, я понял, что они настраиваются идентично. То есть там есть какие-то свои маленькие изменения, но принцип подхода, он один и тот же. То есть мы выгружаем этот файл, который берем на сайте документации API, и через HTTP request, либо через поиск в интернете, либо к нашему агенту подключаем. Поэтому процесс, он идентичный. Я решил, что я сделаю 3 отдельных выпуска, примерно вот такие же на минут 15-20, чем буду записывать сейчас 1 часовой выпуск, который вы вряд ли полностью посмотрите. Поэтому лучше сделать 3 отдельных видео. Они в поиске будут работать лучше, чем 1-часовое видео. И каждый из вас захочет там подключить Perplexity, кто-то захочет подключить Tawilli, кто-то захочет ChatGPT. Вы в любой момент, в любом случае можете скачать полный шаблон, где все это уже настроено. Либо по аналогии вот с этим видео с Perplexity настроить остальные инструменты. Ну, либо дождаться несколько там дней, может быть недель, может быть, когда вы уже смотрите это видео, уже все 3 инструмента, все 3 видео по этой тематике есть. Поэтому затягивать я не вижу смысла. Сейчас давайте с вами создадим лучше AI-агента и подключим его непосредственно к поиску в интернете через Perplexity. Там тоже есть свои небольшие изменения. Второй вариант, когда мы можем подключить Perplexity к нашему AI-агенту, то есть к поиску к нашему AI-агенту, мы можем отдельно создать AI-агента и использовать ноду Perplexity как инструмент для поиска.
Я вам покажу этот вариант, то есть мы здесь создаем AI-агента, и в качестве вот входных данных у этого AI-агента будет как раз наш чат. Давайте вот здесь пока отключим. Этот вариант мы будем использовать, когда нам нужно найти что-то сразу же в интернете. Когда же мы хотим обработать какие-то данные через нашего AI-агента, мы используем вот как раз второй вариант. Значит, что мы здесь выбираем? Мы выбираем, конечно же, memory, то есть память. Можно инструмент Think подключить, но я пока этого делать не буду. Мы подключаем сюда модель, давайте подключим ChatGPT. Nano 4.1 Nano. Мне очень нравится эта модель за счет того, что она дешевая и очень быстрая, поэтому я использую в последнее время как раз ChatGPT 4.1 Nano. Окей, 4.1 Nano. И здесь нам необходимо в качестве инструментов сделать так называемый... Давайте я вам покажу не просто, что мы HTTP request, да, здесь будем использовать, вот как в предыдущем варианте, а мы будем использовать как бы AI-агента, помощника, который будет специализирован именно на поиске информации через Perplexity. То есть мы здесь введем инструмент call N8N Workflow Tools. Здесь пропишем, что это будет Perplexity, да, Perplexity AI, например, таким образом. Здесь мы пропишем, что это Perplexity rename. И в качестве входных данных будут переходить, ну давайте чуть позже это настроим. Значит, смотрите, что мы здесь сделали. То есть у нас будет AI-агент обращаться к нашему Perplexity AI-агенту для того, чтобы найти информацию в интернете. Чтобы он к нему обращался, нам необходимо сделать еще один входной триггер, то есть когда этот AI-агент будет дозваниваться, соответственно, нашему главному AI-агенту, что должно сработать? Должны будут сработать вот как раз вот эти вот данные, должен быть сработать поиск в интернете. То есть мы подключаем AI-агента, и когда ему нужно будет поиск в интернете, он будет обращаться к этой ноде. Значит, здесь мне необходимо только вот переименовать, давайте переименую вот Perplexity AI, все наше рабочее пространство, весь шаблон. Здесь мне необходимо выбрать, куда он будет звонить. Он будет звонить как раз в Perplexity AI. Вот, и передавать определенные даты. Сейчас мы эти данные, соответственно, запишем. Значит, from list Perplexity AI. И здесь настроить, что он будет получать. Он будет получать, соответственно, пользовательские настройки. Здесь вбиваем message, да. И что он получит? Он получит все, что тот AI-агент нам в него пришлет. Хорошо. Здесь нажимаем Save. И давайте сейчас потестируем. Сейчас мы при первом тесте всегда будет ошибка. Здесь необходимо, какой запрос к нему будет приходить, этот запрос. И можно еще прописать системный промпт, что когда к тебе приходит задача найти, там, какое сегодня число, либо какие-то данные, ты должен обращаться, соответственно, к Perplexity AI. Но давайте ради интереса даже попробуем без этих данных. Единственное, мы сюда сейчас пропишем, что он будет звонить поиску в интернете. Вот таким образом я прописал, и нам необходимо передавать еще, соответственно, месседж, который будет приходить, какой вот, например, из нашего главного запроса. Все, в принципе, у нас здесь все настроено. Давайте посмотрим даже без инструкции, справится ли он с этой задачей. Нажимаем, так, очистим всю информацию, то есть, грубо говоря, новый чат. Идет запрос, и видите, пришла ошибка, потому что при первом запуске всегда будет ошибка. Нам необходимо перейти, посмотреть, где эта ошибка. Ошибка, скорее всего, будет во втором инструменте, потому что он не понимает, какие данные он должен принять. Вот, как раз во втором инструменте мы нажимаем перенести все это на наше рабочее пространство, переходим в Perplexity, и ошибка заключается в том, что у него здесь, видите, мы настраивали под наш запрос напрямую через чат.
А здесь мы должны вот эту вот ноду просто перенести, вот эту вот информацию, вот эти данные, что к тебе приходит такой-то запрос, и ты, соответственно, должен этот запрос отработать. Вот за запрос в данном случае какое сегодня число. Нажимаем Save и давайте еще раз протестируем. Спрашиваем его, какое сегодня число. Отправляем. И теперь уже ошибки быть не должно, потому что он уже понимает, какое сегодня число. Вот сегодня 5 мая 2025 года, понедельник. Какая погода сегодня? Давайте где-нибудь в Манчестере, да? И он опять обращается к функции поиска. Видите, мы даже ему не ввели промпт, потому что у него один инструмент для поиска. И он, соответственно, рассказывает, что сегодня облачно, температура воздуха около 11, осадков не ожидается. Все, теперь наш этот AI-агент подключен к интернету через ноду Perplexity. Ребята, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, YouTube канал. Все ссылки с шаблонами находятся в первом закрепленном сообщении, либо в разделе с описанием. Поставьте, пожалуйста, нравится, лайк этому видео. Это важно для его продвижения. С вами был Игорь Зуевич. Пока.